тяжело. Очень тяжело жить. Если честно, я даже не знаю, о чем речь в прошлом кадре. Наверное, я думала о чем-то своем экзистенциальном после того, как мы спустились с перевала. Прошло 6 лет, и я снова решила пойти в горы. И так уж получилось, что я опять пошла по треку «Кольцо Анапурны». Несмотря на то, что у меня уже есть видео с этого трека, я решила снять новый обновленный видос и рассказать, что поменялось за это время, рассказать, как мы шли в этот раз. К тому же я была не одна, я шла со своим другом. И как обычно, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, либо пишите мне в личку, буду рада ответить, что-то подсказать касательно этого маршрута. Изначально я собиралась набрать группу и повести туристов в этот трек, но так как я маркетолог явно не от Бога, то группа не набралась, и я предложила своему другу Виктору пойти в этот трек. Он как раз собирался, он тоже хотел пойти, и так получилось, что у него было свободное время, я в целом тоже была готова прям сорваться, и то есть в четверг мы решили, и в воскресенье мы уже были в Катманду. Пойдем. Наше стремительное путешествие началось с того, что мы прилетели в Катманду, на следующий день мы пошли, купили весь экип. В Катманду, в Тамеле есть такой магазин, где можно оптом купить себе просто все для трека за очень-очень небольшие деньги. То есть где-то ботинки, палки, спальник и там еще всякого по мелочи. У меня вышло на $100. И я считаю, что это просто невероятный успех. И самое главное, что сейчас, по окончании этого трека, могу сказать, что спальник нигде не порвался, ботинки нигде не треснули. То есть все вообще было в идеальном состоянии. До Биси-Сахара мы добирались около 8 часов. Это было ужасно. Мы ехали на маршрутке. Билеты купили мы на сайте 12Go Asia. И там было указано, что маршрутка стартует в 6:30, но ни хрена, она стартовала где-то в 7:30. Все это время мы сидели там, ждали, когда соберутся пассажиры. Всю дорогу мы останавливались, то поесть, то сходить в туалет, то поменять колесо. Короче, это единственный плюс, что водитель не включал музыку. Спасибо ему за это. Потом там бабке стало одной плохо, она всю дорогу рыгала в пакетик. Короче, поездочка была та еще, плюс это та же дорога, что до Покоры. Большой участок той же самой дороги, которая уже вот 8 лет я езжу в Непал, она все лучше не становится. Мы очень устали, и мы приехали, получается, аж в 3:30 мы приехали в Биси-Сахар. Вообще мой амбициозный план был сразу из Биси-Сахара прыгнуть в джип и доехать аж до Чамы, а это 4,5-5 часов на джипе. Но мы были такие измотанные, честно, этой маршруткой. Мы решили остаться в Биси-Сахаре, и это была хорошая идея. То есть, если время позволяет, нельзя сказать, что у нас прям очень много времени, потому что мы взяли визу всего на 2 недели, но, в общем, мы решили остановиться. Там был неплохой отельчик с басиком. Ну, мы им, правда, не пользовались. Там был очень вкусный кофе, прям рекомендую кафешку. Если вы любите спешлти кофе и прям особые зерна, вот это все. Выезжаем из Биси-Сахара до Чаммы. Ехать нам 4 часа в классном джипике. Заранее списалась с водителем джипа, но на самом деле можно приехать и на месте взять джип, потому что много желающих отвезти вас сюда. Несмотря на то, что эта дорога была такая же ужасная, как и 6 лет назад, когда я ездила. Но в этот раз я ехала не в багажнике, а в салоне, поэтому мне было полегче. И, честно, это было лучше, чем маршрутка до Биси-Сахара из Катманду. Вот приятный знак на дорогу. До Чамы мы добрались где-то за 4,5 часа. Все это время были очень красивые виды. Мы наблюдали, и я снова пожалела, точнее погрустила, что сделали дорогу. С одной стороны, конечно, это очень классно, наверное, для местных жителей, для тех, кому нужно добраться до Мананга на джипе, но то, что, получается, трек сильно сократился, грустно от этого.
и то, что я никогда не ходила и, наверное, не пойду уже вот этот классический большой трек, который там 21 день. Мне кажется, это было бы очень здорово, потому что виды действительно невероятные. Там бурлящие реки, мосты над ними, такие огромные обрывы и зеленые горы. Мы приехали в Чамы, такой большой городочек. В прошлый раз это был второй день моего маршрута, сейчас мы решили стартовать отсюда. И очень уютно, и сейчас сентябрь, начало сентября, то есть мы пошли в целом вне сезон. Ну, мы как-то об этом не очень думали, мы просто купили билеты и поехали. Может быть, так не стоит делать, но мы это сейчас проверим, как пойдет. Говорят, что сейчас сезон монсунов, и вчера после обеда в Чама был дождь. В такой дождик, конечно, не хотелось бы попасть в горах, но сейчас вот ясная погода, солнце, просто прекрасно, никого нету на маршруте. Да. Изначально мы планировали взять портера в самом начале трека и пойти налегке, наслаждаясь всеми этими прекрасными видами. Потому что для Вити это был первый трек, он не привык ходить на такие большие расстояния с рюкзаком, поэтому решили себя не мучить. И получилось так забавно, потому что мы в Катманду стали набирать какие-то там батончики, сладости, орешки, то, чего не хватает в треке. И я говорю: Витя, пожалуйста, остановись. Ну, потому что я помню, что лучше не набирать так много, потому что это все будет ощущаться потом на спине. Но Витя говорит: да ты не переживай, мы возьмем портера. Но когда мы приехали в Чамы, Витя говорит: слушай, а давай все-таки попробуем поднести рюкзаки сами. Я в целом была не против. Мне, конечно, интересно было бы попробовать идти с портером. Как это вообще, когда ты не думаешь о тяжести рюкзака, идешь, просто наслаждаешься. Но в то же время мне кажется, что это как-то нетрушно, как будто это какое-то читерство, что все-таки нужно... Не знаю, есть в этом какое-то такое испытание, когда ты сам складываешь свой рюкзак, взвешиваешь его, прикидываешь, что взять, а что оставить, и несешь сам. Все-таки в этом что-то есть. Ну и в итоге мы, да, понесли свои рюкзаки сами, и я потом очень долго вспоминала Вите вот эти все батончики, которые мы несем в таком количестве. Но еще у меня рюкзак был все-таки недостаточно трекинговый, это больше такой рюкзак для путешествий. Это, конечно, создавало небольшой дискомфорт, поэтому если вы решили все-таки нести свой рюкзак сами, то, пожалуйста, обязательно позаботьтесь о том, чтобы это был специализированный трекинговый рюкзак. Это вам очень-очень облегчит вообще ваш трек. В 2 часах от Чамы есть местечко Братанг, это первый пункт. И здесь есть кафешечка. В прошлый раз я тоже не останавливалась. Там есть кофемашина. Можно выпить капучинку, американо и съесть какой-нибудь клевый apple pie. Еще можно набрать питьевой водички из фонтанчика. Вот так. В какой-то момент можно сойти с дороги, а дорога, кстати, все становится лучше и лучше. Я имею в виду дорога для джипов. Прям бетонка такая хорошая. Вот, но можно сойти и идти лесом, пройти здесь мимо сосновых деревьев. Здесь очень классно, вкусно пахнет. И я даже нашла 2 ягодки малинки. В общем, нормально. Идем в таком спокойном своем темпе, наслаждаемся прогулкой. Мы немножко разделились с Виктором. Он хочет пойти по дороге, а я ушла на тропу. Вот, и просто тут такое вот бывает ответвление, идешь по тропе, потом она выходит снова к дороге. Так что в какой-то момент мы с ним встретимся.
наконец-то мы добрались до верхнего Писанга. Что-то от той таблички, где было написано, что осталось 25 минут. Мне кажется, мы шли почти час. Последние уже минуты очень тяжело давались прям. Чувствуется высота 3300. И так как это наш первый день трека, мы чуть-чуть подзадолбались. За это время столько всего понастроили в Писанге, что я даже не узнаю. Наш рум-тур. Вау. Чесночный супчик. Витя остался в номере отдыхать. У меня, видимо, энергии еще много. Я решила прогуляться в монастырь. Я запомнила его еще с прошлого раза. Он меня как-то очень впечатлил. Вот, иду туда, хотя вообще, ну, так-то тяжеловато. Сейчас 5:30 утра, и я такая помятая, потому что я спала, открыла глаза и увидела, что на улице уже светло. И выглянула в окно посмотреть, видно ли гору. И ее видно. И вот. Все, мы вышли из Писанга. Проходим такую ступу с барабанами. Вообще сильная одышка. Сейчас чуть-чуть по лестнице прошлись, и все, уже сложно дышать. В общем, сегодня нас ждет трек до Мананга. Может быть, мы остановимся пораньше, акклиматизироваться. Но вот пока идем в Гьяру. Это, по моему мнению, самый вообще трудный участок в этом треке. Анапурна пока еще видна, но есть шанс, что она закроется облаками в течение дня. Мы идем вот по такой тропе. Такая табличка. Точно не перепутаешь. Главное не пойти направо. Особенность сегодняшнего дня в том, что мы с высоты 3300 поднимаемся на 3800 в Гьяру, и уже оттуда идет спуск вниз в Мананг. То есть мы спускаемся, Мананг находится где-то на 3500. Получается такая неплохая акклиматизация как раз в этом треке. То, что рекомендуют чуть-чуть подняться а ночевать ниже. Поэтому, ну и плюс мы еще проведем, скорее всего, 2 дня в Мананге, если сегодня до него дойдем. И еще акклиматизируемся там, прежде чем идти на перевал. Мне очень нравится, когда тропа переходит вот в такой лес с елками. Здесь очень вкусно пахнет. На тропе валяются шишки.
идти легко, земля мягкая, такая приятная и прохладный тенечек. Ну что, мы подошли к заветному восхождению к Нагьяру. То есть вот нам вот так вот чуть-чуть на эту гору вот, подняться на вот тут ступа. Ну что ж, удачи нам. Если честно, я не помню этой дороги. Мне кажется, что не было ее. Хорошо, что тут по пути можно сделать привалы на таких камушках. Но стало немножко круто. До этого было попроще. Сейчас прям приходится карабкаться. Удачи. Внезапно вышли к дороге с тропы. И вот мне кажется, что пройдет еще лет 10, ну, может, меньше. Здесь уже будет канатка. Такие маленькие машинки, электрокары будут возить наверх. И не будет этого лютого челленджа. Долгожданный Яру. Фух. В общей сложности мы шли сюда 2 часа 30 минут. Ох, как же я рада, что мы дошли до Кьяру. Наконец-то, собственно, все, закончился трек. Сегодня уже не будет так сложно, там уже будет спуск. Я напутала, кто-то где-то меня дезинформировал, что Яру на высоте 3800, но нет. Яру на высоте 3670. Ну вот тут так приятно, такой маленький гестхаус. Тут грибочки лежат. Вот такая красота. Ну все, выходим из Гьяру в Гавал. Идти часа 2, но мы это сейчас узнаем. Еще хочу напомнить, что вот эти вот кирпичики напоминают нам, что мы находимся на маршруте, а также Maps.me очень хорошо помогает. После Гьяру идти значительно легче. Мы так потихонечку ползем, смотрим на Анапурну. Она слева от нас. Чуть-чуть пришлось попотеть. Поднялись сюда. После небольшого подъема начался приятный спуск среди елок и вот таких гор. Вот нам туда, по этой дороге, в обход горы, и мы придем в Гавал. Мы на полчасика остановились в Гавале, пообедали. И теперь двигаемся в Мананг. Вообще очень хочется послать себе какую-то весточку в прошлое и сказать: Василина, пожалуйста, не надо идти в этот Мананг за один день. Можно же остановиться в Гавале, там будет так прекрасно, тепло, хорошие гесты, плюс можно сходить там, подняться в храм, где статуя гуру Ринпоче. Но мы выбрали все-таки идти в Мананг.
одним днем. Сейчас, наверное, если бы я еще раз пошла в этот трек, я бы все-таки остановилась и на Нгавале. Я не знаю, зачем делать такой длинный переход. Может быть, просто если у вас мало времени, тогда имеет смысл поторопиться. Но это, честно, это очень изматывает. От Нгавала до Мананга там большой участок проходит по дороге бетонной. И когда я шла, я там держала панамку, потому что ветер ее сдувал, и размышляла о том, что цивилизация — это, конечно, хорошо, и наверняка для многих этих деревень, куда сейчас проложили дорогу, для них это стало каким-то облегчением, потому что, ну, то есть это облегчило их жизнь, легче доставляются продукты, плюс протянули сейчас провода в общем, там до самого перевала, короче. Wi-Fi есть везде. Wi-Fi сейчас даже есть в Хайкемпе, хотя вот 6 лет назад еще не было. То есть 4G, Wi-Fi, свет, у тебя в каждом номере розетки. Очень комфортный трек, прям, ну это какой-то просто лакшери трек. Но все-таки, я не знаю, вот мне кажется, нужен какой-то баланс между тем, чтобы строить дорогу и сохранять нетронутой природу. Мне кажется, все равно туда очень много людей ходят в трек, и можно как-то оставлять, наверное, тропинки для трекеров. То есть местами там было такое, а местами, ну, без вариантов. Все равно приходилось идти по дороге, и, ну, это прям, не знаю, очень неприятно, и теряется какой-то вот атмосфера трека. Все-таки мы приезжаем из городов, из бетона, чтобы посмотреть на эту нетронутую природу, на горы, и в итоге идешь такой по бетонной дороге. А вот это аэропорт Мананга, вот видно взлетную полосу. И, ну вот, в общем, нам туда дальше. Мы уже изрядно подустали, идем 6 часов. И мне кажется, что в прошлый раз я как-то сделала какой-то круг и проходила через монастырь, и там через такие безлюдные тропки. А сейчас вот мы идем вот по дороге. Что-то уже вот эти вот последние километры до Мананга тяжело даются, но это правда самый трудный день. И в тот раз он был для меня самым трудным, и сейчас. Можно пойти, вот там вот внизу есть дорога, можно с верхнего Писанка спуститься вниз и идти вдоль дороги, тогда все это займет 5 часов, но будет не так живописно. И вы пропустите Гьяру, и вообще все эти красивые виды. Дошли до Мунгджи, дальше Прака и потом Мананг. В общем, до сюда мы шли 2 часа, до Мунгджи. Выпили чай в Мунгджи и двигаемся дальше в сторону Мананга. Нам сказали, что идти нам час. И я надеюсь, что нас не обманули, еще часик как-то выдержу, а дальше уже все, наверное. Ну вот, похоже, что открылось второе дыхание, и бодрым шагом мы дошли до Праки за 20 минут всего лишь. Осталось еще чуть-чуть, и впереди Мананг. Ребятки строят дорогу. Вот. Господи, ну наконец-то мы дошли. Никаких больше джипов, байков, пылюки. Основное отличие Мананга в этот раз в том, что все цветет. Весной все было как-то очень мрачно, а сейчас прям столько цветов. Капуста в огородах. В общем, мне кажется, что очень много всего построили еще. И строят вон там пилорама. Что-то
строительство идет полным ходом. В Мананге хорошо бы сделать акклиматизационный выход, прежде чем идти дальше. В прошлый раз я делала акклиматизационный выход к Айс-Лейку, и это заняло весь день. Поэтому в этот раз я решила пожалеть Витю и предложила ему пойти к пещере Миларепы. Я почитала, что вроде как идти туда около 2 часов, еще час обратно, ну и подумала, что ладно, там 3-4 часа будет достаточно. Но в итоге все это приключение заняло у нас опять весь день, и мы измотанные вернулись домой только к вечеру. При этом подъем достаточно простой до самого храма, который находится перед подъемом к пещере. В общем, мы поднялись сюда наверх, и там дальше идет лестница в пещеру. Выглядит круто, прям наверх надо подниматься. Здесь еще храмик, сзади меня ребенок спит. Тут еще храм передо мной. И мы столкнулись с тем, что здесь нет воды, а мы уже всю свою выпили. Дальше там начинается такая лестница, и нам сказали, что раньше этой лестницы не было, и я не представляю, как люди туда карабкались. Может быть, они вообще туда не карабкались даже. Ну, в общем, сейчас там такая железная лестница, и по ней поднимаешься, сдувает ветром, ну, достаточно увлекательно. Мы за этот день набрали где-то 1000 метров, посидели там наверху. Честно, я ожидала, что будет прям пещера-пещера, но никакой пещеры не было, то есть, когда мы поднялись, мы не сразу поняли вообще все, это конечная точка. Там была просто вмятина такая в скале, очертаниями напоминающая человека в сидячей позе. Вот, скорее всего, Миларепа как бы вдавил себя в скалу и сидел, медитировал там. И вот на этом месте сейчас достопримечательность, туда ходят монахи, обычные люди, несут туда деньги, притрагиваются к этим святым вмятинам. Вот, в общем, мы туда сходили, посидели там минут 10, наверное, возле этой пещеры и почувствовали себя на высоте 4500 где-то так. В Мананге нам очень понравилось, мы решили задержаться там на 3 ночи. Мы сняли очень комфортный номер за $25. Там были теплые одеяла, даже такая грелочка, куда можно налить горячей воды и вот прижимать к себе и не мерзнуть. Там был душ, хорошие окна непродуваемые, прекрасная еда. И живя в Мананге, можно просто делать вылазки, то есть вот к Айс-Лейку, к пещере Миларепы, можно походить по горкам вокруг, посмотреть разные храмы. В целом очень приятный городок. Вообще какое-то было очень спокойное, приятное чувство и ощущение такого, что вот люди готовятся к сезону, там где-то пилорама, еще что-то, но тихо, спокойно, тепло и приятно. Сегодня полные сил и одышки. Двигаемся дальше и планируем дойти до Лидар. Сразу как выходишь за Мананг, прекращается дорога, уже никаких джипов, никакой пылюки, и уже такая начинается тропа, достаточно дикая, и это совсем другое ощущение от трека. По пути встречаются яки, там была целая поляна, где паслись яки, и это было какое-то волшебное ощущение, когда идешь мимо этой поляны, и вокруг тебя эти животные.
Также мы видели Blue Sheep, они больше похожи на оленей, если честно, ослики, лошадки. И так как, опять же, был не сезон, мы шли вообще абсолютно одни по узкой тропе, и идешь и слышишь только, как гудит ветер в проводах, то есть там все равно какие-то столбики с проводами, не совсем дичь, и ветер так задувает, просто наигрывает какую-то свою музыку, и это совершенно невероятное ощущение от этого трека. Сегодня Анапурны, Гангапурны, все красотки прячутся в облаках, к сожалению. Над нами такие плотные облака, но хотя бы нет дождя. Надеюсь, что мы дойдем до Лидара по хорошей погоде. Сори, что я так говорю, идти действительно тяжело. Причем мы уже отдохнули прилично, но даже рюкзак на самом деле не такой тяжелый, кажется. Но дыхание сбивается. В середине дороги мы нашли поворот на озеро Теличо, и я для себя сделала такую отметку в голове, что в целом можно из Мананга пойти к Теличо и потом подняться и выйти уже на тропу до Лидара, не возвращаясь в Мананг. Почему-то я раньше думала, что нужно это радиальный маршрут, что нужно сходить на Теличо и вернуться в Мананг и идти в Лидар, но на самом деле там можно подняться. В этот раз мы опять не сходили на Теличо. Говорят, что дорога достаточно сложная и опасная, там камнепады, вот это вот все, и что-то не захотелось туда идти, не захотелось рисковать. Но, может быть, в следующий раз я все-таки пойду. Спустя 2 часа подошли к Гунсанг 3900. Темп нормальный. Еще столько же и придем в Лидар. Удивительно, но до Лидара в этот раз было идти гораздо сложнее, чем 6 лет назад. Мы часто делали остановки, и хотя тропа в целом достаточно простая, там практически нет каких-то сумасшедших подъемов, понятно, что мы плавно набираем высоту, но это не какие-то резкие подъемы, не как к Яру. Но идти все равно было сложно. Я выпила даже таблетку от горняшки и чувствовала, что голова очень тяжелая. Ну вот мы и пришли в Якхарку. 4000 метров. В Якхарке все строится. Я думаю, когда построится, будет очень мило и уютно. Ну а мы пойдем сегодня все-таки в Лидар. Тело иногда подкидывает такие сюрпризы. В прошлый раз, я помню, я дошла до Лидара, причем быстрее, чем вчера. И на следующий день сразу пошла аж в хайкэмп. Там ночевала, и с хайкэмпа уже сделала перевал. Вчера, если честно, еле передвигала ногами, что-то так тяжело было. И когда мы пришли сюда, прям ощущение горняшки случилось. Я думаю, в тот раз у меня тоже была небольшая горняшка, но как-то в целом я могла двигаться дальше, было тяжело, и плюс меня подгоняло время, у меня заканчивались деньги, в общем, я не могла нормально посидеть, переждать. А сейчас нас ничего не подгоняет, поэтому мы решили задержаться еще день в Лидаре, потому что у обоих болит голова. Я думаю, это еще связано с тем, что мы не акклиматизировались как следует. Перед прошлым разом я месяц сидела в Катманду на высоте 1500 метров, а здесь мы с нуля, получается, с Таиланда, раз и поднялись сразу очень высоко. И даже несмотря на то, что мы 3 ночи были в Мананге, все равно малейшее действие вызывает одышку. Немножко я опухла, хочется пить, крутит живот.
Ой, у меня как-то на живот ударило. И такое подташнивает. В общем, все очень тяжело. Так что вот такие бывают моменты. И если честно, я понимаю, что если лучше не будет становиться, то мы будем спускаться вниз и ни на какой перевал не пойдем. Несмотря на вчерашнюю вялость, такое было состояние, какой-то дождь за окном, голова болела. Мы все-таки нашли в себе силы, когда кончился дождь, после обеда прогуляться чуть-чуть в сторону туда перевала. Ну, не перевала, а Торонг-Пэди, местечко, где мы сегодня заночуем. В прошлый раз я ночевала в хайкемпе, и так интересно, что послушала людей, которые тоже сейчас идут с нами по одному маршруту, и они говорят: нет, ночевать в хайкемпе — это полное безумие, вы что, это такая большая высота. Не знаю, как я тогда это все сделала, возможно, я вот думаю, возможно, ковид сказался, что мне сейчас сложнее гораздо, ну и возраст. Мы сегодня возьмем портера, и он пойдет с нами до Торонг-Пэди. Мы там переночуем на высоте 4500, и я впервые не понесу свой рюкзак, а за меня понесет его прекрасный непальский юноша. Я думаю, что это будет, что это нам сильно поможет, потому что он пойдет с нами до самого Муктинатха. И я думаю, что это хорошая идея в таком состоянии. А в это время в Непале, внизу, в Катманду и в Покоре происходит революция, поэтому мы можем еще гулять сколько угодно. Мне главное, чтобы мы поскорее спустились в тепло и чтобы добрались до душа. Ну, налегке, надо сказать, идти гораздо легче. Сзади нас несут вообще какой-то отель. Ребята. Напор на 3. В этот раз решили не идти в хайкэмп, остановились в Торонг-Пэди, и завтра нас ждет день пипец, потому что нам надо будет идти сначала вверх до хайкэмпа, а дальше еще перевал. Вот. И если на перевал я выходила где-то в 5 утра, то завтра мы выходим в районе 3:30. Ну, такое. Но хорошо, что с нами есть наш дружочек Портер. Он прям молодец. Тащит 2 рюкзака, еще это меня подгоняет. А я что-то, если честно, немножечко задыхаюсь. Хотя вот мы сейчас пришли, я понимаю, что я бы еще поднялась бы в хайкэмп. Вот такая милая кафешечка. Есть вот здесь зал. И есть еще зал вот тут с такими красивыми картинами. Hi.
Сейчас 3:30 утра, и мы сейчас скоро позавтракаем и пойдем на перевал. Нас ждет самый длинный и сложный день, но если все пойдет хорошо, то уже сегодня мы будем в Муктинатхе, и я уже этого очень жду. Удивительно, но несмотря на то, что в день перевала мы стартанули в 4 утра, час поднимались до хайкемпа по темноте. Ну вот мы и пришли в хайкемп спустя час подъема в темноте. Сейчас 5 утра, и мы отправляемся на перевал. И потом еще делали перевал, то есть набирали почти 600 метров. Несмотря на это, все равно этот день оказался не самым сложным, вот так скажу. Не скажу, что самым простым, но и не самым сложным. На самом перевале не было снега, и это было такое удивительное ощущение, потому что я помню, как 6 лет назад я шла, и вот здесь был снег, вот тут шла лошадь, вот тут я чуть не подскользнулась и не провалилась в пропасть, а сейчас просто камни, пустота, очень странное ощущение. И еще в это время года, к сожалению, не очень хорошая видимость, поэтому на самом перевале, там, где мы должны были видеть все эти снежные вершины, мы не видели ничего, кроме флажочков, таблички, что вот вы на перевале, Торог-ла-Пас. Честно, уже очень устала идти, но в целом плюс-минус идется ровно, нет резкого подъема, тяжело дышать, но мы же где-то рядом. $5,300 meters. Vasilina is still alive. Ну все, 8 часов, и мы уже на перевале. Я думала, что я не дойду, но slowly, и все получилось. Второй раз я на этом перевале, тут куча людей, вон человек курит, а мы фотаемся. Фух, теперь нас ждет длинный спуск в Муктинатх. И пошли дальше, пошли вниз, и вниз, конечно, до Муктинатха нас ждал нереальный спуск, который там еще 4 часа, ты просто идешь вниз и потихонечку убиваешь свои колени. Но если честно, с каждым шагом становится все легче. Легче дышать, хотя мы все еще на большой высоте, над облаками. Вот такая красотища. Идем по камням. И там такие облака. Теперь больше зеленого. Но мы все еще идем где-то в тумане и по камням. Я думаю, что мы сейчас где-то на 4500. Вот некоторые особенности трека. Бутылочки валяются. И, наверное, как с первой рекой их унесет. Не знаю. Ладно, спускаемся дальше. Коленки уже болят. Люди, которые будут смотреть это видео, простите меня, пожалуйста, но вот уже второй раз я в Муктинатхе, и второй раз я не могу посетить эти супер прекрасные
религиозные места, священные храмы, источники, потому что меня просто тошнит от этого города. Сори. Не, ну что это вот вообще? Ну, честно, такое себе. Короче, вместо того, чтобы сделать дорогу здесь, они просто переносят людей в храм на носилках по 4 человека или на лошадях. Так что, несмотря на то, что мы поселились в прекрасном номере и очень классно здесь ели, потому что здесь невероятно вкусная еда в гесте Боб Марли, который очень популярен и уже более 30 лет как работает. Несмотря на это, мы поскорее пытаемся отсюда свалить. Как обычно в Когбене, как в прошлый раз. Даже несмотря на дождь. Потому что находиться здесь просто невозможно. Чуть-чуть подмочила и все. Просто какое-то месиво. Вот такая чудесная дорога, размытая дождем. Я думаю, что путь до Когбени займет чуть больше 4 часов, если все будет вот так. Мрачные тучи над Муктинатхом. И все такое яркое, солнечное в долине. Мы идем по грязной тропе. До Когбени мы шли одни, потому что большинство трекеров, они оставляют трек уже в Муктинатхе. Они садятся там на автобус до Джонсона и дальше. В общем, едут дальше в Похору. Мы в этот раз решили прогуляться до Когбени. У Вити были силы, у меня тоже, и я захотела ему показать это прекрасное место, которое мне запомнилось в прошлый раз. И в этот раз я также считаю, что это лучшее решение вообще за весь трек — пойти в Когбени. Во-первых, дорога туда совсем другая. То есть в основном идешь по какой-то равнине, и какие-то вот такие холмы рядышком, они разных цветов, и задувает ветер, и такая тишина. Это, наверное, самый лучший день за весь маршрут. Не знаю, мне прям очень нравится. Ты проходишь мимо каких-то деревень, где очень аутентично живут люди там в каменных домиках, украшенных какими-то черепами буйволов и флажочками. Дорожка выложена камнем, в домиках посаженные цветочки в горшочках, флажки, все такое какое-то чистое, аккуратное, светлое. Вот аккуратненько сложено все. Давай, последний рывок. Осторожно. Поздравляю, живой. Спасибо. Ну вот мы и дошли до Когбени, и как в прошлый раз, весь этот трек, мне кажется, стоил только ради одного Когбени. Я не знаю, это просто любовь с первого взгляда. Такой прекрасный город. Мы уже выпили абрикосового сока. Привет! И яблочного сока. Боже мой, боже мой. Опа. Стройка.
закончили наше путешествие и едем на джипе, на private джипе подальше отсюда в Покору. Нам обещают, что ехать нам 5 часов, ну, в общем, мы посмотрим. В прошлый раз это было 13 часов. Короче, как я и предполагала, в Покору за 5 часов мы не добрались. А может быть, мы бы и добрались, но тут случился оползень прямо на дорогу. И мы ждали еще часа 4 в соседнем тут кафе. И вот сейчас потихонечку ползем. Да ладно. Да. В общем, нас остановили тут. Нам придется сейчас менять автобус. Пройдем и поменяем. Вот так. В общем, вот так люди переходят. Все отлично, да. Едем. Все круто. Совсем не тесно. Ну что, кажется, мы готовы ехать. У нас тут 4 человека на заднем сидении. И... Надеюсь, мы сегодня доедем до Покора. Ну что, спустя 14 часов, 14,5 часов мы добрались до Покоры и заселились вот в такой чудесный номер. И будем сейчас неистово есть и отдыхать. По окончании этого трека я могу сказать, что это действительно один из самых замечательных треков в Непале. И что для меня было важно в этот раз, что он очень комфортный. То есть там можно действительно останавливаться в хороших номерах, с душем, с подогревом матраса, с теплыми одеялами, с прекрасной едой. И это, даже если не экономить, это все равно не стоит каких-то там сумасшедших денег, это все очень доступно. Конечно, всегда можно там и поэкономить, если очень хочется, но можно спокойно жить, пить свой этот имбирный чай и наслаждаться треком. Также на всем маршруте был Wi-Fi. До Апар-Писанга был 4G, в Муктинатхе тоже был 4G, а так везде был прекрасный Wi-Fi, что позволяло мне даже работать из трека немножко. Очень лениво. Вот, так что я рекомендую, если вы начинающий трекер, то в целом реально дойти до перевала, пройти его. То есть вот Витя первый раз был в горах, и он сделал этот трек, и я очень им горжусь. Ну вот он, Тауранглапас. Ничего не видно, но мы рады, что мы это сделали, да? Обратная дорога до Покора, конечно, нас чуть-чуть измотала. Это, наверное, было самое сложное во всем треке. И после этого, побыв немножко в Покоре, мы решили, что нет, мы не поедем на автобусе из Покоры в Катманду. Каким бы комфортным ни был автобус, все равно это 8 часов. Поэтому мы купили, наверное, самый дорогой рейс в моей жизни. Это $100 за 20 минут полета. Но мы спокойно сели на самолет в Покоре, и через 20 минут мы были в Катманду. И это великолепно. Я всем рекомендую
начать откладывать сейчас $100. Если у вас их нет, какой бы у вас ни был бюджет, это того стоит. $100 и 20 минут, и ты в Катманду. Это великолепно просто. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Было не очень скучно, было полезно. Все явки, пароли и какие-то подсчеты я выложу в описании к видео или на своем канале. В общем, где-нибудь вы это точно сможете найти. И также вы можете мне писать. Я с удовольствием поделюсь всем, что знаю. Мне очень нравится рассказывать про Непал, про свои путешествия. И готова делиться информацией для тех, кому это может быть полезно. Пока-пока! Хороших вам путешествий!